Всем привет! В этом видео я вам покажу, как готовила вот такой 3D торт. Персонаж из популярной игры и мультиков Пикачу. Если вам интересно, смотрите дальше. Испекла шоколадные бисквиты. Подробные рецепты этим бисквитам будет отдельно. Это бисквиты с коньяком, очень ароматные, сочные. Испекла я 16-18 сантиметров в диаметре. Торт я буду собирать с карамельным масляным кремом и с вишневой начинкой. Подробно про состав, начинку я сниму отдельное видео. Когда я собираю 3D торты, тогда лучше всего использовать масляные крема или крема на основе шоколада, чтобы они были крепкие, стабильные. Эти коржи не надо пропитывать, они сами по себе достаточно влажные. Собрала торт нужной высоты. Мне надо было примерно 30 сантиметров. Покрыла пищевой пленкой, поставила в холодильник на стабилизацию. На второй день достаю торт и буду обрезать, придавать нужную форму. Любой торт, который готовится в виде 3D, надо вначале собирать, и только потом мы можем обрезать, придавать форму. Обрезки можно использовать, приготовить кейк-попсы или сладкую картошку. Я еще эти обрезки использую, придаю форму, где нужно добавить, например, к торту, чтобы сделать какой-нибудь объем, например, голову, чтобы округлить верхнюю часть, я добавила вот из этих обрезков эту массу. Так же само руки я добавила из этой же самой массы. Далее надо промазать торт бетонным ганашем. Первый слой просто, чтобы скрепить крошки. И потом каждый следующий слой крема, чтобы укрепить торт. Чтобы торт был стабильный и хорошо держал форму.
Чтобы сделать более гладкую поверхность, последний слой ганаша я наношу с кисточкой, более-менее сглаживаю неровности. Чтобы сделать хвост и уши для этого персонажа, конечно, можно использовать мастику, пластичный шоколад, но я в этот раз попробовала более легкий по весу вариант. Это вафельная бумага. Распечатала на обычной бумаге нужные элементы нужного размера. Вырезала потом эти элементы на вафельной бумаге. И чтобы эти уши и хвост были более крепкие, стабильные, я приклеила примерно 3-4 слоя вафельной бумаги вместе. Чтобы бумага не была слишком влажная, я не наносила воду с кисточкой, а вот с такой бутылочкой распыляла воду на вафельную бумагу. Потом эту влажную вафельную бумагу кладу другой слой вафельной бумаги. Она сразу прилипает, я обрезаю, и у меня уже получается 2 слоя. Так мы делаем столько слоя, сколько нам надо, насколько крепкий, стабильный этот элемент нам нужен. Таким же образом я сделала и хвост. Я выбрала этот торт не покрывать мастикой, а просто с кисточкой наношу велюр. Желтого цвета окрасила велюр и наношу первый слой, второй слой и третий слой, чтобы не был прозрачный, чтобы персонаж был желтого цвета и нигде не был и прозрачный белый крем. И потом еще дополнительно нанесла велюр с краскопульта. Если бы сразу наносила велюр на торт, который промазан ганашем, тогда бы надо было провелюрить примерно 5 раз как минимум, чтобы торт не был прозрачный. Промазала также само этим велюром и уши, и хвост. Уши просто сделала надрезы и туда ставила уши. Хвост было немного сложнее, так как хвост надо было прикрепить так, чтобы он там как бы висел, не просто к спине приклеить. Хвост я приклеила на шоколаде. Толстый слой шоколада. Потом это место тоже промазываю желтым велюром. И хвост очень стабильно, хорошо держался. Далее отмечаю, где будут глаза. Из черной мастики вырезала нужный размер. Также само добавляю носик из черной мастики. Ротик я распечатала на сахарной бумаге. Вначале я пробовала сделать из мастики, мне не понравился результат, и я распечатала на сахарной бумаге. Из бисквитного моха сделала травку, добавила цветочки, ягодки. Сейчас я расскажу, почему я не использовала мастик. Во-первых, если сам торт обтягивать мастикой, это значит, что только на обтяжку уйдет примерно 1 килограмм мастики. И второе, почему я сделала хвост и уши не из мастики, не из шоколада, а конкретно из вафельной бумаги, это то, что вафельная бумага по весу легкая, ее легче прикрепить к торту. Если вам понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь, комментируйте, жмите на колокольчик, чтобы не пропустить новые видео, рецепты, эксперименты. Всем пока!